Всем привет! Всем привет, кто смотрит записи. Очень рад вас видеть, что смотрите. Сегодня будем играть на паблик серверах, либо на модовых, либо на ванилке. Сейчас решил начать с модовых, пока народу мало на европейке. Зайти, потому что очень популярный проект и очень много людей в очереди вечно стоит. Хох.
Так, идея такая, я сейчас выдвигаюсь на юг, дохожу до вот этих зданий, здесь вот продвигаюсь и выхожу к этому зданию, и от него уже на точку двигаю.
Здорово, блядь. Что говоришь? Вообще скучно. Видел двоих, ну как будто бы, знаешь, они вообще ливнули из игры. Пытался их нащупать, так и не нащупал. Пойду дом проверю, двухэтажку, которую ты обстреливал, может труп найду. Вот мои следы от пуль, куда я стрелял. Здесь человек... Так вот он стоял, я по нему работал.
Здорово, мужик. Слышишь меня, нет? Мужик на связи?
Что такое-то, а? Все склады полные. Здорово, рейнджер. Да, я хочу на спирхеде нормально постреляться, пока что-то не получается. Звания нету, тут все поменяли. Ты охренеешь, если зайдешь. Здорово. Здорово, здорово. Рейнджер пишет мне на трансляции. Че там? Че, говорит, делаете, чем заняты? Да я вообще звание прокачивать пытаюсь. Не пойму, блядь, как это работает сейчас. Сейчас по-другому, да? Вообще все испортили, нахуй. Неиграбельно стало и вообще этот сервак. Да пошли стреляться. Я вот КамАЗа 3 привез, и звание нифига не прокачалось. Я гляжу, эти что-то барабашки делают. С мейна, главное, возят куда-то, блядь. Че, реально с мейна надо возить, что ли? Что-то хуйня какая-то вообще, по-моему. Я за ними решил повторить, потому что даже оптику взять не могу. Не то, что ПНВ там какой-то. Ты на рации, на чистоте? Привет. Да. А, я надо включить, выключить, да? Прием. Прием. Слышно, нет? Какая частота у тебя?
меня какая-то уникальная. Ну, когда я частоту отряда сейчас настроил. У меня не та стояла. Здорово, здорово, Что, мужики. 38, да, стоит сейчас? У меня 48 вообще стояло. Короче, 48,8, 38,8 и 43. Кого увидишь русскоговорящего, говори, пусть общий 43 настраивают. Прием. Прием. Бать, что за хуйня? У меня дробные числа. 38,78, прикинь. Не 38,8, а 38,78, блядь. Прием, не знаю. Даже 38,784. Да. Давай, бросай этот трак, поехали на машину вообще. Да не, мы на нем доедем, ты чё? На нем доедем. Конечно. Дорогу подсказываю, тогда я топлю. Да куда же дорога смотри? Ну, чуть севернее Актуала, метров за 100 высадимся. Где-то на Бекасе надо высадиться, короче. Да, вот с запада от Сейчас Бекаса прямо дома прямо есть. сейчас. Ты, кстати, планшет взял с собой? Нет. Смотри, вот я тебе в машину скину, попробуй. Охеренная вещь. Только для него места надо, он не в каждую разгрузку лазит. А есть еще на грудь планшеты теперь какие-то. Карту откроют, посмотрите. Да, я уронил его. А, ну хуй. Руки-крюки, блядь. У меня места нет у него. Ладно, типа, все, нету планшета, блядь. В принципе, и без планшета точка отображается, где я нахожусь. Да, но не показывается, когда смотришь. Направо сейчас. Да, я пизду, рейнджер, нахуй, твои бабки, Все, блядь. короче, до того прямо есть. Это ты на работе бабки зарабатываешь. А мы хуйней занимаемся, на КамАЗе катаемся. Сейчас будет поворот налево. Вижу. Вот здесь где-то. Ты вообще играл на этом проекте? Прямо. В смысле? Я же с тобой играл каждый раз. Я не помню, что ли? Ну я тебя на рубеже мы познакомились. Я тебя на Северной Перекрестке выловил, когда ты беттер там прятал что-то. Ну. Маскировал, на. Мы А до на этого этом- с Spearhead играли, ты чё? Да, ну может быть, я, честно говоря, не помню. Я помню тебя с этого, с рубежа. Ты чё, не помнишь, как мы на церкви, ты, рейнджер, я блядь, сидели? Не, это уже после было, как мы с тобой уже познакомились на рубеже. Это уже потом мы зашли на проект. А до этого, А до этого чисто ваниль играл. да, ну, ванили приятно вообще, мне нравится такой расслабон. Тут какие-то вечно раздражающие факторы есть. А я очень раздражительный стал в последнее время. Мне кажется, из-за того, что курить бросаю опять в очередной раз. Ну. И чай пью, до хера чая пью. Я, блядь, литр 2 почти чая китайского. От него Чё тоже... такое поднимать? Не, давление не скачет от него. Кофеин это нормотоник вообще. Он и понижает, и повышает одновременно. Вообще он как бы это... А в чае он растительный, он еще и мягкий такой, он не как кофе. Он аккуратно действует. Не зеленый чай я пью. Я пью ферментированный немножко. Это сырец такой, короче. Шенпуэр с короче, старые деревья. Листья большие такие Сейчас чайные. дорогу налево повернешь. Слушай, нам надо выходить уже. Ты думаешь? Да-да, пешком пойдем. Тут прилет был, видишь? Воронка прямо. Ты рацию настроил, я тебя не слышу. А у меня тупит, она дробными с числами. Сейчас я ее скину, подожди. Как-то надо ее...
Слышишь меня? Слышь, мне звание подняли сразу, как только приехали. Нихуя, первая миссия выполнена, получается, добраться нахуй до точки. Дальше давай действуем, как там пресс. Есть какие задачи? Ты меня на рации слышишь? Не, на рации не слышу. Да что за пиздец, у меня рация какая-то это. А у тебя рация советская же, да, такая квадратная? Да, да, сайт. Бля, почему она у меня дробными числами настраивается частота? Прием. А у тебя это какая частота стоит? 38,8. Возьми мою рацию, пожалуйста. Посмотри, что за хуйня, может она разбагуется. У тебя как стоит? Прием. А, тоже до 38,8. Попробуй на столе 38,8. Прием. Нет, она дроп. Какая-то ебанутая рация у меня для КГБшников, нахуй. Она какая-то же зашифрованная. Прием. Не, она нахуй, видишь, на частотах каких-то странных работает. Давай на 39 что ли, там хуй. На 39 может? Бля, 38 и 98, ну это пиздец. Она 38,98 не дает, прикинь, не 39. А у тебя Хьют тоже пропал, одиночный там огонь или там Да, вот да, это? да, да. Пиздец какой-то. Блин, здесь по компасу ставлю. Нам равно на юг. Вот за эти дома надо пройти. Возможно, где-то украинцы отсюда и подъезжают, как мы подъехали с этой стороны. Всё. Сорок третий, ты меня слышишь? Ну вот на 43 я могу общаться. Я, короче, и руины какие-то увижу. Ты смотрел, к ним буду подходить. Вот разрушенные руины. Я сзади тебя. По компасу на юг ровно. А часы тоже убрали? Часов тоже нет, да? Да, часов тоже нету. Разгрузка бронежилет теперь надо каждый подсумочек вешать самостоятельно, короче. И лучше, наверное, разгрузку вообще не брать. Вот проще на бронежилет понавесить карманов, короче. Потому что оно конфликтует. Выглядит все коряво, не вообще, блядь, убого выглядит всё. То есть я разгрузку понавесил под сумков, потом на броник вешаю, и оно все друг на друга накладывается. Это какой-то, блядь, колхоз вообще, не знаю, нахер они так сделали вообще. И в итоге вся команда стоит на базе и одевается вместо того, чтобы воевать. Под сумки вешает, нахуй, целый день, блядь. Я вижу флаг уже, все, я в руинах закрепляюсь, буду работать. Ну, давай, ради Осторожно. бога.
Я гранат. Это я. Я пойду двухэтажку левее проверю, зачищу, если там место. В госпиталь. В двухэтажке есть тут. Это госпиталь, да? Я зашел. Я сзади зайду. Я погиб на базе. На втором этаже они в самом дальнем. Восточный, самое дальнее крыло. Куда едете? You're moving to actual point. Сакрит есть что-нибудь вообще? Че, на 43-й не сидите? Пацаны, на какой вы сидите вообще? А, чё? На какой частоте сидите? Я говорю, на 43-й разве не сидят сейчас русскоговорящие? Не, 39.
Компас 32. Понял. Как звание прокачивал, братух? А, чё? Как звание прокачивал? Ну, поднялся по званию. От крупа или чё? Не-не, твое звание как ты прокачал? Звание увеличил как? До капрала там или до лейтенанта, сержанта? Как поднялся? Я майор. Ну как? Хау? Хуй его знает, бля. И тоже понять не могу как. Только транспорт делал. Людей отвез на фронту. И Захватывал. точки. Я понял, Да, понял. захватывал. И честно сказать, я много убываю в игры украинцев. Мгм. У меня каждая игра что-то так 10-13 килls. Понял. Короче, просто убивал людей и выездил на актуальные точки, я так понял. Да, и захват. Ну вот захват, скорее всего, тут самое важное. Да. Захват, если ты захваты еще убиваешь и это хуйню, это все делаешь, ты еще больше XP получаешь. Слушай, а это А? ты как на Зорну заходил? Кого? А ты на Зорну заходил? Ну, заходили мы когда-то. С востока, да. с запада. Я понял, Да. ты там в многоэтажку заходил и начал типа стрелять, по-моему. Двухэтажку? Вот там, да, ближайший, там еще наших сидел, но сейчас там хуй сидят. Только что я погиб, да. Ну, на втором этаже я кого-то убил. Не знаю кого. Да. Ну, я подумал, это враги, я что, своих убил, хочешь сказать? Ты своего за 200. Я выхожу, ну, я не понимаю, что за хуйня. А у меня этот МК была трофейный. Я вылетаю, и сразу по фаеру ебашу. Да. Меня сбрил, наверное. А я даже это... Я там был давно, уже час назад, наверное. Там сидели хохлы и танк наш разбирали, короче, с РПГ. Я, эта метка, тем более, там стоит на карте. Я не сомневался, что там враги, я не знал, что там свои. У меня оптики нет, нихуя нет. Я в темноте силуэт увидел, отработал, блядь, и все нахуй. И я, блядь, думал, это враги так-то, честно. У меня там еще парень один работает. Я вообще, короче, понял. Я когда туда зашел, там, короче, я забегаю, не понимаю, свои нет, вроде свои, бегаю, выхожу, помню, смотрю в центр, ну просто в окно уже, в другую сторону. Слышал, стрельба ебанутая. Выхожу, лежат в повязках, короче, я понял, меня же хуй пробежал, а я как раз в повязках был. Короче, наши ёбнули их, а я просто не понял, что свои Не знаю, я ёбнул там кого-то, да. Наверное, своего, да, получается? Ну да, потом я туда сбился. Ну, я просто вылетаю, потом и ваш. Раз М-ка была. Ну, вот так и воюем, блядь. Друг с другом, нахуй. Хули, украинцы не активные, может, блядь, хоть друг друга постимулировать. Это пизда, сейчас, короче, мы там вдвоем с типом остались. Они вышли на улицу, там же опыт, типа, ну, открыли по улице. Начали в каждой комнате гранаты закидывать. И, короче, понял, я сижу с ним, гранаты залетают. Он успел, прикинь, на гранату лечь. И, ну, его убило, а у меня покосило чуть-чуть. Я встаю. Короче, еще одного точно забрал. И меня добили. Прикинул, конечно, Бля, ну я тоже такое хочу. У меня почему-то такого не происходит с этим. Вообще никого нету, ни врагов, ничего. Я вот своих убиваю, хожу так. ну, Я нормально тоже сейчас. только 2 хохлы всех не убил и все. А я видел их, пришел на точку час назад, никого не было, людей мало на сервере было. Сидят, короче, на точке двое. Один на втором этаже в госпитале вот был, куда я заходил. А второй прям возле флага лазил. Я думаю, обойду-ка их, а? Что-то это. Пока обходил, пришел, никого нет уже, короче. Я думаю, надо сейчас поехать, может, сюда или получается, да? На Зорну? Ну да. Ну, может, этот, блядь, на флаг, ну, типа, Мужик, забрать, ты живой там в оставить. госпитале? А? Мужик живой в госпитале прям? А, да, это мы в госпитале были, Паша поехал.
Может, всех убил. Я последний был. Хуй след. Как представить сейчас. У меня напарник был, он что-то не отвечает. А, чё? Рация работает вообще? Еще один раз, чё? Не понял, брат. Рация работает вообще сейчас? Рация? Да, рация. Работает вообще рация, нет? Не. У меня тоже не работает. Там писал, этот радиоактивного штаба потерян. Как всегда потерян. Нет, багуется, нет. Короче, бывает рация не работает, пока ее не включишь, не выключишь на некоторых серваках. На этом, не знаю, не пробовал, не проверял. Я вообще, честно говоря, очень сильно расстроен. Они задолбали эксперименты свои ставить. Радио вроде, по-моему, идет опять, потому что я могу в Платун разговаривать, если хочу. Потому что радио не шло. И никто нихуя не разговаривал. И они теперь наконец уже сделали эту хуйню опять. А кто тут сидит, где он? Может, выйдешь пешком, я лучше посмотрим. Вон он сидит. Вон он сидит. Bro, you okay? А, это дроновод, все. It's okay, дроновод. It's drone оператор. Блять, я тоже думал дроны взять нахуй. Я думал похуй. Тоже могу летать. Ну не хочу сейчас. Вот, видишь, в чем? Ты хозяин своей жизни, блядь. Хочешь летаешь, хочешь не летаешь вообще, да? Красота, на. Свободный человек. Да, блядь. С дронами вообще, честно сказать, если вы с контроллером играете, тогда вообще легко. А если VR еще подрубить? Было бы прикольно, да, в VR поиграть? Да, это... А там так получается, слышишь, ВСД, типа? Да. А с контроллером то... Ну, только- там вверх, вниз тяга, тангаж есть. Да. И клавиатура плюс, по-моему, это активация дрона на Z, что ли, я уже забыл. Я вообще один раз в жизни летал. А так я попробовал раньше, где еще Бахмут был от Спиреда. Вот я на Бахмуте играл. Да, я Не там на Бахмуте, летел я тоже. еще даже играл на этом Гастомеле был. Гостов, да, Гостов еще тоже был, да. Ну, я в Бахмуте летел уже, когда они поменяли сеттинги, это все. И только опять начал. Че, пойдем? Вот за развалинами уже точка. За руинами вот точка за этим. У меня вот видите, аккаунт 12, который у меня, непонятно, какой у меня режим включен. Скорее всего, может, включен. Да я вот и говорю, че к чему они сервак испортили? Взяли? Просто уничтожили. Всегда мы- Нормальный, сбалансированный был сервер. Взяли опять эксперименты. Экспериментируют непонятно Давай, зачем. можно я постреляю, чуть-чуть проверю? Да, немножко стоялся. Вот это МК-74 поехал. Больница, да, по идее, идет? Мужик, ты на точке еще? Ехал полчаса, блядь. И отлетел. Отличный геймплей.
Может, стримхантеры, блядь, активировались. Боевая система управления рекой. Кто-то поедет, нет, на фронт. Оптика и пуча. Сейчас. А как сохранить все это? Весь лут? А вот здесь вот листаешь просто. Ни хрена у тебя прицел, что ли? Ты где их взял? Да я капитан. У меня прицел пока не открыто, да? И короче, смотри, мне пишется, типа, одно Давай я или тебе несколько. автомат кину. Слушай, одно или несколько предметов, короче, недоступно. Я ничего не подбирал, типа, а что у меня может быть? Забирай. Да хуй его знает, наверное, автомат. Автомат, короче, лагает и невозможно сохранить. Сейчас, подожди, пока я сейчас сохранюсь. Я тебе автомат Невозможно. кинул. Я не буду сохранить. Пойдем воевать. С ним, пойдем, с ним ты точно не сохранишь. Ага. Зашел на ультра в фэме, но там тяжело вообще, там вообще карта большая, все лагает, короче, если на спекхеде получше, короче. Я всегда так. Да я раньше тоже здесь играл, короче. Ну как играл, короче. Зашел пару раз медами. Чё, как поедем? Где люди? Да вот сейчас плантачку возьмется. Что возьмешь с собой? Давай. Проехали. Да. We're ready. Чё что за хуйня происходит?
всех опять положили? По-моему, да. По-моему, да. А как так получилось, что всех увольнили? Блять, там в доме где-то лежит один от них и снайперов или демершка. Все, погнали. Да, блядь, это, я как бы с РПГ там убил одного типа, а вот который тот, который тебя убил, он с крыши выпрыгивает на меня, я... Забери меня с собой.
Nice and friendly, bro. Damn. Is this the ghost squad? We're all ghosts. This guy has the old school map, bro. You don't have the tablet? We got tablet map now, bro. You got GPS in the tablet. You still using the paper map? Да гейс, такой есть. Да, да. Need moving to the southeast. The guy is also using the old school. Paper map. Yeah, we're close. Good job, guys.
Но этот украинец ушел. Только что увидел же.
Что за дичь вечно? Я не понимаю. Это уже второй стрим, когда... Буду сервак завис. Пацаны с АК-103 ходят. Вот это, получается, был пулемет на коллиматоре.
Здорово, слесарь. Здорово. Кто пытается уголь рашить? Советы, у них мейн возле нафты. Я тоже на уголь подхожу, если чё. Ботов не убивайте, старайтесь, а просто к советам за спину заходите. По максимуму мешать. Чтобы они проходили. А этих нету, да, ополченцев тут? Ну понял, я тебя услышу. Правильно же получится, похуя. Ну, советы, наверное, не с севера, да, идут. А, вон Юту взяли. Давай я Юту пойду пизды им дам, отобьи попробуй. Давай, сейчас я с Ютой пообщаюсь. Мне надо все равно будет этот... заработать себе звонишь. Заходите в разведку. А чё вот за подкрепление так не дает, как за разведку разве? Чуть меньше. Ну там есть откат, но еще дают за атаку. Я просто не знаю, куда ты сейчас идешь. А, ты на юг. Название спасибо. Ну вот нормально же сейчас дала за это подкрепление кто-то. Ну по себе смотри, у меня уже почти капитаны даже свежие. Да я только зашел. Я вот успел дойти только до уголь, до... Сейчас подойди. Это вся моя игра пока. Я на атаку иду. Шел захват. Это не наши, надеюсь, на Угольдаре убивают ботов? Советы, наверное, воюют.
тебя цепляющий есть? Надо поставить стеклянный запряг. Не надо больше, ты со мной поехал по северную сторону. На 2 базы. Смотри, надо загрузиться в него, и с тобой не помню. Просто чтобы мне 2 рейса не делать. Я сейчас к тебе приеду, мы загрузимся, вместе поедем на 2 машинах. Вот смотри, я груженный полностью. Отлично. Все, иду на полосе назад. В сторону Нью-Йорка поедем. Я запомнил, куда ехать. Если ты прямо по дороге идешь, правильно? Она зигзагом тут идет. Да, я тебя грузил, это больше мам там бац. Вниз. Что еще раз? Т-образно перекрестки. Вниз или вверх? Нет. Зигзаг. Зигзаг закончилась, и дальше идет дорога вверх и вниз. Тогда ты мимо не проедешь. Также оно зигзагом вверх, вверх, вверх идет. Она прямая дорога главная. Да, но я уже выехал до Т-образного перекрестка, сука, доехал. Здесь либо вниз, либо вверх. Ладно, сейчас посмотрим. А вот пока. Так, что там есть? Кто стреляет, сейчас я
Виноград сейчас гранатку поймает. Ну, сейчас давайте проверим, сейчас. Аккуратно. Готов. Все убиты. О, поздравляем. Чё там, Фантом, ты там где? Я пока на... Ну, а то мы уже в пути, давай догонять. На это Горшкова едем. Там дальше еще могут быть боты, тоже осторожно. А вот КПП, сворачивай, сворачивай! Робот бегает.
там американца завалил я. Живой был. Машина взорвалась? Да, взорвалась. Ладно, сейчас еще раз приеду. Пизда, сколько, блядь, дырочек. А что там было? Я столба словил? Я так понял, что это вообще мина была, потому что по мне сразу начали стрелять. Причем стреляют, правда, близко. Просто прекращающийся визг.
Ничего не вижу. Буду ждать, пока утро наступит, и пойду в атаку.
Парни, прием, есть звание у кого-нибудь? Чего? Есть? Что
Наконец-то рассвело.
Ну, тоже сойдет. Сейчас ресурсы сгорят.
Нихера ты слесарь наркоман. Анатолий, ты где вообще находишься? Даллас, Даллас. Бля, пидор тимкилит на мейне, нахуй. Давайте его баньте, нахуй. Подошел, меня прикладом убил. Ёбаные консольщики. А все они пидоры, нахуй, гнойные. Тут уже даже не надо разбираться, если консоль, то пидорас, нахуй. Нормальные мужики на компьютерах играют. Нормальные мужики на заводе ебашат. На компьютерном заводе, нахуй. Я думаю, надо дрочить этих консольщиков, независимо от пола, расы, там, блядь, порядочности. Если у них имидж таких пидорасов, пусть они друг другу глотки перегрызут, нахуй. Будут следить за своими собратьями, нахуй, чтоб те вели себя подобающе, блядь. Если хотят, чтобы к ним с уважением относились, блядь. Будем, нахуй, геноцид консолей устраивать, нахуй, все, блядь. И значки эти Пусть они этим своим комьюнити пидоры собираются там на этих, на диванах, блядь, и решают свои вопросы, нахуй, там. Кальяны друг другу в жопу запихивают, блядь, я не знаю, что они там обычно делают, нахуй. Подожди, ты что говоришь? Давай ты не будешь всех лупить под одно грибы. Вот я хочу, чтобы те, кто реально хороший консольщик, да, чтобы ему обидно стало, и он начал дрочить своих собратьев, нахуй, пидорасов, и следить за их поведением, нахуй. Это как старший младшего воспитывать, знаешь, нахуй. Подожди, ну все, ты высказался, дай другим сказать. Давай. Консольщики бывают разные, правильно? Что Не бывает, все пидорасы. Я вот сколько видел, все пидорасы. Тимкиллят, ну. Тогда пидорас ты, понял? Почему? Пидорас тогда ты, потому Почему? что ты всех называешь пидорастами. Но я играю на консоли, довольно-таки давно претензий ко мне не было. Ни разу меня не банили, не выгоняли. Есть вопросы еще? Ну вот тебе не стыдно за твоих собратьев? С кем там водишься, нахуй? Твои друзья консольщики, блядь. Послушай, мне похуй на меня собратья. Я играю сам по себе.
А я считаю, что вы все нахуй до поры до времени латентные, блядь, нарушители правил, тимкиллеры, блядь, руинеры игры. Это вы латентные, вы скрываетесь, потом, блядь, внезапно оказывается, что вы все одинаковые, нахуй. Концовщик, все, я не увидел, где просто где. Ну все, видишь, когда нехуй добавить, так нехуй добавить. Взял, обожал пидорастами, блядь, и ответить не смог. А меня убили просто, я не слышал, что ты говорил. Все, я сказал, что смотри, друже, каждый играет, я тебе еще раз объясню. Я ее шпилю на консоли. Я купил эту, у меня была консоль. Мне захотелось купить арму, я ее купил. Я не гоняю нас на медичках штурма и не угоняю соплайки. Меня ни разу не банили и ни разу не выгоняли. Ну, то есть хорошие среди вас, да? И таких нас достаточно много. Поэтому если ты всех называешь пидорастами, ты абсолютно прав. Блять, на 100%. Я, блядь, так рад, что ты подорвался на эту С хуйню. другой стороны, рыбак рыбака, как говорится. Я так рад, что ты подорвался, я этого эффекта и ожидал. Что консольщики начнут, короче, отстаивать свои права. Смотри, у нас такие же права, как и у вас. Что ты что-то решил, что у вас больше прав, блядь, чем у нас. Ладно, завязывай. Ты что, серьезно будешь сейчас это разбирать-то там пидорство? Нет, и просто большинство правил нарушают консольщики. Смотри, сцепился исключительно за пидорастов. Все. Ну все, тогда не пидорасты, а просто нехорошие люди, ну. Блять, опять не прав. Просто консольщики нехорошие люди, и все. Да почему ты скажи? Да потому что 90% это они тимкиллят, они груинят, они, короче говоря, без микрофонов играют. Блять, просто нахуй, беспредел. Я столько видел здесь припиздами, блядь, которые играют на компах, блядь, которые просто там, блядь, заспамился и играл все. Вот стояли там 10 человек, вертолет ждали. Ну ты получается, это сейчас хочешь ручаться за всех консольщиков, что они все красавцы, молодцы. И это все мои братья, нахуй, мы всех. Я тебе изначально сказал, что каждый играет, каждый человек разный. Нельзя всех называть пидорами, понимаешь? Вот и все, я тебе это объясню. Ну я всех и не называю, только консольщиков. Нет, ты сказал, что все консольщики пидорасты. Ну да, вот это точно ты сказал. Здесь я с тобой согласен. А я тебе говорю, что я с тобой не согласен. Ладно, завязывай, я же прикалываюсь, что ты, блядь, подрываешься-то на мои эти провокации. Пацаны, среди них есть нормальные люди, есть нормальные люди. Да я вообще в ахуе, для меня это открытие, если честно, открытие Рава. Я, честно говоря, удивлен, что я такого нашел. Я вот тебя первого увидел, адекватного. Вообще, блядь, ну ты красавчик, да, ты капитальный, а вот консольщики остальные все вообще пидорасы, ну. Я думал, просто им стыдно станет, консольщикам. Они начнут друг друга воспитывать, знаешь, типа, ну что это про нас говорят, что мы пидорасы? Мы же вроде не все такие же, есть же нормальные ребята, ну. И хуяк ты смотришь, рядом стоит консольщик, сыт, прикинь, на дерево, блядь. Ну ты ему сразу, блядь, пинка под зад, нахуй. Он в свою мочу уебался лицом, блядь. Думаю, вот это все, уже пошло дело бы, блядь, заебись. Уже бы не позорили они вас.
Ехали малого перенастроим. Там, короче, крысеныш сидит уже час. Один и тот же. Так что аккуратно. А я им на Горшкова рацию выкопал и все ресурсы вывез с точки в море, утопил нахуй. И вот сейчас надо быстрее рацию перенастроить, и возможно они без связи останутся, точки отрежутся, на северный перекресток уже не будет связи у них. Ну да. Сейчас пока еще через малую башню у них связь есть, они может даже и не заметили про Горшкова, что я там все нагадил им. Ну время дохуя прошло, я уже третий раз пытаюсь. Мины, смотри, слесарь под ноги, может, будут. Башню бегает на территории. Двое. Добивай ты, ёб твою мать. Бля, слышь, ты ни разу ГП не попал, нахуй, лучше бы с автомата их застрелил. Там у них читак какой-то был, бля. На нахуй. Добрый день, слесарь. На. Автомат, блядь, в одну сторону, ты в другую. Бля, ну ты пиздец, нахуй. Слесарь, ну ты кадр, нахуй. В такой заварухе выжить, а потом просто по-тупому так наступить на мину, это... Было очевидно, что он на входе стоит.
Блять, да это бот, наверное, стрелял. Я думаю, что за читак там стреляет? С этой вышки. На Гавари езжайте все, давайте выкопаем эту точку. Сейчас тот чел, который меня на дороге стрелял, он либо пошел мою машину проверять, либо пойдет здесь вот по дороге на малую башню перенастраивать ее. Может и то, и другое. Сейчас машину проверит, да пойдет. Это были боты тоже.
Че, долбоёб или чё, блядь? Толя, нахуй. Поехали. Куда? На Горшкова. Поехали. А, так у тебя есть тачка. Все, давай. Толя, осторожен, там по пути будет бомж. Справа от дороги.